Привет, мои дорогие любимые зрители! Ну что, сегодня у нас долгожданный, я даже не знаю за сколько лет, это первый выезд старичка W123 купе, который, кстати, может стать твоим всего лишь навсего за 1000 рублей. Да-да, ты не ослышался, всего лишь навсего за 1000 рублей этот Мерс может стать твоим. Редчайший, красивейший, культовый, неимоверные ценности, имеющие на рынке. Всего лишь навсего за 1000 рублей. Все условия в описании. Ну а мы с вами сейчас переносимся в сервис, готовим его по техничке немножко, для того, чтобы не было никаких проблем по дороге, и отправляемся в центр нашей необъятной родины. Погнали! Ну, я вам так скажу, пожалуй, это была самая легкая замена радиатора в моей жизни. Минут 15-20, наверное, чистого времени, и все готово. Приступаем к прокачке тормозов. Я даже не могу представить, когда тут менялась тормозуха, поэтому перед выездом мы обязательно прокачаем тормоза. Как и на всех своих автомобилях, конечно же, я использую отечественную тормозную жидкость, которую себя зарекомендовал уже давным-давно и не требует представления. Все верно, это Росдот. Росдот — универсальная тормозная жидкость, ее можно использовать как на старых, так и на новых автомобилях. Так что смело можете лить ее в свои новые тачки. Кстати, сейчас самое время это сделать после зимнего периода. Поэтому оставляю вам ссылку в описании с 10% скидкой по промокоду CustomBox. Пользуйтесь и меняйте свою тормозуху вовремя. Еще одно дело сделано. Меняем масло, которое, походу, тоже уже лет 50 вообще не менялось. И
В центряк поедем. Кстати, лайфхак вам от меня. Я когда масло меняю, всегда перед тем, как закрутить сливную пробку, опускаю машину и продуваю через заливную горловину. Вы не представляете, сколько гадости всякой вылетает через поддон еще дальше, больше. Короче, все остатки масла, плюс есть что-то в поддоне, там какие-то, может быть, отложения и так далее. В общем, все это вылетает, и потом уже можно заливать чистенькое масло. Готово. Я вас торжественно поздравляю с тем, что мы завершили работы такой мини-техобслуживания. И мы наконец-то можем выдвигаться. Ох, хватит уже ждать, поехали. Ну и куда же, какая поездка может быть без Павла? Обещал, как говорится, делаю. Первая поездка на Мерседесе, представляешь, он сколько лет простоял в Таганроге, здесь сейчас простоял. И первая его поездка по Москве будет расчехлена тобой просто. С кайфом. С кайфом? Самое главное доехать туда-обратно и не сломаться. Доедем, все будет, все работать. Это старая, просто провереннейшая машина. 123, они же славятся вообще своим вот этим вот качеством, надежностью, да. Toyota, может быть, даже немножко Ну не зря в же проигрыше или нет. таксисты, когда выпустили 124, они ругались, что он хуже. А, ну да, у них там забастовка была, когда сняли, да, с производства. Да, потому что 123 был проще, надежнее и дешевле в обслуживании, чем 124. Ну вот, собственно, сейчас мы это и проверим. Все, поехали уже в город. Прекрасная погода, облачка, солнышко, кайф. Поехали. Первые ощущения. Едет, Паша? Вроде бы едет. Андрюха нам настроил карбюратор. Поскрипывания в подвесочке пошли. Резиночки поменяем. Же резиночки, да? Надеюсь.
Хорошо. Погода. Хорошо, да, с погодкой прям вообще картина. Погода шикарная. И дорога. Купе. А вот эти форточки сзади, да? Это же просто космос какой-то. Дают отдельный вид удовольствия. Со стороны тачка вообще совсем по-другому смотрится. Все смотрят, пальцем показывают. Кайф. Дорога пустая. В общем, если хотите максимального внимания своей персоне, то это именно тот автомобиль, который вам нужен. А я напоминаю, что он может стать, да-да, твоим. Всего лишь навсего за косарек. Пашка, участвуешь? Да, я уже закинул пару косарьков. О, да, кстати, несколько косарьков, значит, увеличиваете свои шансы. Ой, кайф. За анаконда. Короче, ребят, прикол в том, что, знаете, я максимально не люблю, я уже не раз говорил, я максимально не люблю привлекать к себе внимание, ну просто я не знаю, с чем это связано, максимальный какой-то дискомфорт. Вот даже сейчас я на улице стою, снимаю, да, и вот люди идут, смотрят, мне прям капец некомфортно. И Пашка говорит: а что ты, давай я за руль сяду. Мне, говорит, по кайфу. Я, короче, сейчас сяду на пассажирку, заплыву, так, знаете, под паны, и там буду сидеть, поедем сейчас. Сейчас площадь вам сейчас красную покажу. Ну и потом, наверное, уже будем домой возвращаться. Но вы не переключайтесь, не перематывайтесь там и так далее, потому что в конце видео, как всегда, будет интересная и важная новость. Ну как новость? В общем, все узнаете. Немцы вещи делают. Ух, знатно, знаете ли, покатались. Давно столько внимания вообще не было по отношению к моему автомобилю. Но, как говорится, делу время, а потехе час. И мы сейчас начинаем заниматься делами. Дела такие, мы с вами находимся в том самом месте, где планируется Custom Box версия 2.0, в котором
По моим планам, вы также будете участвовать, приезжать во всякие различные движухи и так далее. Вот. И, собственно, почему еще нет Custom Box 2.0? Есть чистовая мастерская, которую мы уже практически доделали, осталось там поставить дверь, внутри уже все покрасили и так далее. Но вот прямо на этом месте конкретно мне нужно заливать бетон. И именно поэтому я вынужден проститься с Мерседесом. Вы думаете, разве я его себе бы не оставил? Я оставил бы все эти автомобили, которые у меня были до этого на розыгрышах. Гольфа, Land Rover, Supra и Mercedes не исключение. Тачка просто офигенная. С каждым годом ценность ее растет неимоверно. Но для того, чтобы двигаться дальше, нужно, конечно, вот жертвы вот такие приносить. И я знаю, что среди вас есть очень большое количество зрителей, которые со мной уже несколько лет. Я прошел этот путь вместе с вами. У меня были очень сложные времена, но я не останавливался и шел вперед, снимал для вас контент, показывал то, что сам пробовал делать, обучал этому вас. И это место не будет отличаться ничем от Custom Box 1.0. Здесь все так же будет происходить, только еще в разы круче. И, повторюсь, вы в этом будете участвовать. И именно поэтому я хочу попросить у вас в этот раз еще раз поддержки. Взамен на этот самый Mercedes 123 купе. Всего лишь навсего 1000 рублей, донат каналу, и чтобы вот здесь наконец-то все это построилось. Знаете, вот некоторые говорят, что ну зачем мне этот Mercedes? Ребят, если вы даже выиграете этот Mercedes, вы его легко сможете продать за 800-900 тысяч рублей, он у вас отлетит просто на следующий день. Да что там говорить, я вам сам дам контакты людей, которые у вас его заберут. Поэтому действуйте, ссылка в описании, помогите, чтобы проект пер дальше. Я же со своей стороны готов вам отдать одну из своих самых ценнейших тачек. Спасибо, что посмотрели, я вас всех крепко обнимаю и до новых встреч. Надеюсь, мы встретимся уже на месте, где будет заливаться фундамент. Все, пока-пока.